спасают близкие люди. Анастасия, вы постоянно в разъездах. Родные не обижаются, что уделяете им мало времени. Они на самом деле молятся на меня. Понимают, что вся в творчестве, зарабатываю деньги и являюсь примером для многих. Дочка иногда скучает, но в то же время гордится, что мама востребована. Интересно. Вы сами человек раненый. Очень. Огорчить меня легко. Но такое чувство, как обида, стараюсь всегда отгонять. Я эмоциональная, сразу реагирую на негатив. Воспринимаю его с сильной болью. Спасают близкие люди, они – моя опора. Тех, кому я могу рассказать абсолютно все, излить душу, да даже послать немного. Но они знают, что, даже если я сказала какую-то грубость, это не значит, что нужно идти в заданном направлении. У любого бывают эмоциональные срывы, а чувство ревности вам знакомо? Я даже щекотки не боюсь. Это показатель такой. Конечно, немножко собственница, некоторые моменты задевают. Ревность – это прекрасное ощущение, которое говорит о том, что человек тебе не безразличен. Но оно не должно зашкаливать, чтобы не возникало желания делать безумные поступки. Я спокойна, потому что уверена, лучше меня ни один мужчина на земле не встретит. Миша подтверждает. Как считаете, мужчинам с вами просто? Просто с девицами с Рублевки, которым только и нужно, что прибиться к богатым людям. Вывела теорию. Я до сих пор не замужем, потому что Вселенная уберегает таким образом сильный пол от урагана по имени Анастасия Волочкова. Со мной рядом может быть тот, кто мощнее меня по духу, возможностям, энергетике. Да и как с творческим человеком со мной нелегко. Вот сейчас все мысли заняты работой над новым шоу, которое будет включать в себя и танцевальное, и вокальное, и цирковое искусство. Любимый приходит домой, а ему слушать про все это, где сейчас одиноким женщинам встретить достойного мужчину. Смотря для какой цели. Если просто для сексуальных отношений, достаточно открыть интернет. А для жизни и союза должен быть его величество случай, который, как говорится, псевдоним Бога. Помните самое необычное ваше знакомство? Оно было с Сулейманом Керимовым, который прислал за мной самолет в Баку, где я играла в спектакле. Позвонил в антракте и сказал, что мы улетаем в Арабские Эмираты. Это, наверное, был единственный раз в жизни, когда я согласилась принять такое приглашение. После буквально 2 встреч с этим человеком, я зашла на борт. Он был уставлен корзинами разных цветов, но все белого цвета.
Там даже был шпинат на пару с тертым сыром пармезан минус мое любимое блюдо. Такие поступки способны вас расположить? Что нужно сделать, чтобы привлечь ваше внимание? Посмотреть концерт, ну или просто подарить цветы. Мужчинам на мои выступления вход без белых роз запрещен. Шучу, конечно. Когда вижу цветы, всегда самонадеянно думаю, что это мне. И пусть их дарят больше. Представляя себя невестой, много ли было мужчин, за которых вы готовы были выйти замуж? Это все банальность, формальность. Если ты любишь человека, то надо с ним просто жить. Не строить иллюзий, планов. Вот сколько есть оно, это счастье, сколько ему суждено продлиться, используй любое мгновение. Каждый мужчина, с которым у меня были близкие отношения, минус самый грандиозный. Ни об одном не жалею. Но хотели бы снова примерить белое платье, пойти под венец. У меня была роскошная свадьба. Но в то же время я ни разу не была замужем. Штампы в паспорт мы же так и не поставили. Мне нужно было шоу. А сейчас я хочу семью. Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее. Представляя себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли. Семь свадебных платьев сменю. Можно же помечтать. А кого позовете подружками невесты? Кто ваши близкие друзья? Яна Шевченко, Женя Амашко. Но, к сожалению, мы видимся не так часто, как хотелось бы. Большая часть моего времени занята физическим трудом, театром, кино. В интернете вам постоянно пишут гадости. Расстраиваетесь из-за завистников? Конечно. Потому что многие люди, которые их читают, не знают меня настоящую. Встречая потом лично, говорят один и тот же текст. «Настя, в жизни вы лучше, чем с экрана телевизора или в интернете». Смотрит ли Ариша новости о маме в интернете? Более того, она иногда отвечает за меня в Инстаграме, защищает. Когда кто-то пытается уколоть, пишет: «А вы сначала станьте Анастасией Волочковой». Хотели б еще детей? Могли бы взять ребенка из детдома? Могла бы и, может быть, даже возьму в будущем. Но это огромная ответственность. В данный момент у меня дочка еще маленькая и требует много внимания, времени, любви. Некоторые женщины боятся стареть. Как-никак через 8 лет вам будет 50. Пугает эта цифра. Абсолютно спокойно отношусь к возрасту. Моей маме 67, она выглядит как девочка. Вы всегда буквально фонтанируете идеями. А о каком-то своем бизнесе не задумывались? Я училась в высшей школе экономики, прошла полный курс МВА и защитила дипломную работу,
которая стала одной из лучших. Собираюсь заняться созданием студии творческого воспитания Анастасии Волочковой в регионах РФ. Это и будет мой бизнес. А также скоро запускаю линию одежды и купальников. Меня хватит на все. И удивлять я никогда не перестану.